Приветствую вас, дорогие друзья. Начну я с заявленной темы в этом видеоролике, а затем поговорим мы о валютном, фондовом и сырьевом рынках. Проведем полный анализ, как обычно. Итак, по дивидендам, какие же акции у нас предоставят существенный рост дивидендов за 2021 год? Это будут акции металлургов и горнодобытчиков, по мнению аналитиков Банка России. Этим мнением они поделились в обзоре финансовой стабильности. В общем-то, Центральный банк Российской Федерации отмечает факт падения дивидендов нефтегазовой отрасли, однако по сравнению как раз-таки с предыдущими годами, наоборот, вырастут дивиденды именно в секторе металлургов и горнодобытчиков, примерно на 500 миллиона рублей, о чем отмечают аналитики, что, в общем-то, действительно довольно интересный момент. Я сейчас выскажусь по поводу этих дивидендов и, наверное, свою мысль выскажу тоже по акциям этих компаний, которые я вот отобрал для вас. Конечно же, речь пойдет о российском секторе. На чем это все, в общем-то, произошло, почему металлурги и горнодобытчики у нас, почему они повышают дивиденды, почему ожидается рекордное повышение дивидендов. Все очень просто. Как мы знаем, металлурги и в целом горнодобывающие действительно предприятия, они отправляют довольно существенную часть своей чистой прибыли на дивиденды, а с учетом того, что цены на сырье, которыми они занимаются, довольно сильно подросли в период вот этой вот пандемии. Вот опять же приведу вам фьючерс на рулонную сталь перед вами. И мы видим, насколько сильно она выросла, получается, за неполный год, с августа 2020 года. Вот у нас такой вот огромный рост, который, получается, более чем в 3 раза выросли цены у нас на рулонную сталь США, допустим, да, вот этот фьючерс отражает именно эту стоимость. Ну и, соответственно, с учетом роста цен на сырье и довольно существенного роста цен на сырье, компании получают существенно больше прибыли, которую они вполне могут тратить на дивиденды с учетом общей дивидендной политики российских компаний, в частности, горно-металлургического сектора, который довольно-таки хороший на самом деле. Этот сектор один из самых привлекательных был наряду с нефтегазом по дивидендам. Однако нефтегаз сейчас уже не такой привлекательный с учетом падения нефтегазовых доходов за 2020 год, а вот именно сектор горно-металлургический, он у нас вырвался в лидеры. В общем-то, отобрал я для вас несколько компаний, российских компаний, и есть кое-какой момент, который меня смущает. Да, вроде как дивиденды действительно рекордные, однако с учетом роста таких вот дивидендов, соответственно, у нас и выросла цена за акцию. Буквально вот если сравнить ту же самую рулонную сталь, которая выросла у нас с августа 2020 года, то та же самая Северсталь, посмотрим август 2020 года, ну вот она также у нас, по сути говоря, выросла, конкретно стоимость акций выросла примерно на 100% на текущий момент времени, с учетом уже отката, который произошел от исторического максимума. То есть, по факту, стоимость акций выросла, и повышение дивидендов это плюс-минус хорошо для тех людей, которые держали акцию до вот этого вот бурного роста. Покупать акцию сейчас, по сути, это двоякая ситуация, потому что именно в среднесрочной перспективе, я вот посмотрел несколько акций, которые мне на российском рынке сразу пришли в голову, я их отобрал, это Северсталь, НЛМК, ММК, Алроса, ГМК Норильский никель и Полюс золото. И, в общем-то, только по одной из этих акций у нас более-менее стабильная ситуация в среднесрочной перспективе по индикаторам. Это акция компании Полюс золото, которая находится примерно в средних значениях, хотя сейчас также она растет и пытается вновь, я так понимаю, пойти на исторические хаи. А вот по другим акциям, по тому же самому Норильскому никелю, мы с вами видим довольно сильную перекупленность этого рынка, причем в среднесроке образованы шортовые дивергенции, и исторический максимум сейчас они показывают. Также у нас показывает и Алроса исторический свой максимум по факту. Да, так оно и есть. Компания трется возле исторического максимума на фоне формирующихся по RSI шортовых сигналов. Такая же ситуация по ММК, такая же ситуация мы видим, да, такая же ситуация по НЛМК и такая же ситуация по Северстали, поэтому подбирать ли именно сейчас эти акции, это уже большой вопрос. С одной стороны, хорошие дивиденды, с другой стороны, дивиденды
в процентном отношении, наверное, по стоимости к акции, они уже не такие впечатляющие, как если бы вы выкупали эти компании, когда они еще были примерно в своих вот таких обычных значениях. Вот по Северстали это примерно 900 рублей за акцию. Поэтому тут уже судите, как говорится, сами. Северсталь вот единственная компания российского рынка из этого сектора, которую я сам держу, которую я выкупал как раз-таки в районе 900 рублей за акцию. Теперь давайте перейдем мы на валютный рынок. С акциями закончили. И дальше будет у нас уже обзор рынка и тоже интересных новостей. В первую очередь, конечно же, рассмотрим валютную пару доллар-рубль. И хотелось бы мне ответить подписчице, которая написала мне под прошлым видеороликом о том, что она не совсем поняла, почему я с технической точки зрения говорю вам, допустим, да, то, что действительно у нас довольно большая просадка по доллару США, и почему я, собственно говоря, считаю, что текущая цена доллара, она в целом приемлемая для покупки в среднесрочную, долгосрочную перспективу, и почему в целом я привожу вам и другие данные, которые, скажем, вот о валютной дыре банковского сектора Российской Федерации, который наталкивает в целом на мысль, что банки ждут некоторого укрепления рубля по отношению к другим валютам, чтобы потом уже эту дыру залатать по более привлекательным ценам, докупив валюту на валютном рынке. И, в общем-то, делаю я это как раз-таки для того, чтобы всесторонне рассмотреть ситуацию, потому что если судить по какому-либо инструменту однобоко, без учета приходящей новой информации, то, конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Я имею в виду инвестиционные некоторые потери, которые могут быть у человека, который однобоко изучает картину. Я смотрю картину с технической точки зрения, я смотрю на картину с различных фундаментальных позиций, которые так или иначе приходят у нас, новости приходят каждый день, они разнятся, и, соответственно, есть факторы как за укрепление российского рубля, есть факторы так и за ослабление российского рубля, и вопрос только в том, какие из этих факторов более вероятны и какие из этих факторов будут забываться, а какие нет. Поэтому рынок, вот для вас, опять же, скажу, рынок – это теория вероятности. Здесь никто не знает со стопроцентной вероятностью, куда рынок пойдет, но с той или иной долей вероятности, скажем так, предсказать движение рынка можно. Естественно, это не будет со стопроцентной, опять же, вероятностью, но если знать достаточное количество факторов, то, в общем-то, можно действительно понимать примерно, куда может у нас двигаться рынок. С учетом всего этого я выскажу свою однозначную позицию, подытожив вот эту вот речь, выскажу свою однозначную позицию. Доллар сейчас находится в средних значениях, в абсолютно средних, то есть цена доллара, на мой личный взгляд, сейчас и невысокая, и не слишком привлекательная. Вот так. То есть, в принципе, подбирает доллар по стратегии подбора валюты каждый месяц, его можно подбирать то есть без особых проблем. Опять же, это не инвест-рекомендация, да, чтобы не было ко мне вопросов. Но вот с моей точки зрения это так. Но докупать валюту большим объемом сейчас тоже особого смысла не видно, с учетом именно технической составляющей, с учетом того, что фундаментальных факторов за укрепление и фундаментальных факторов за ослабление сейчас плюс-минус именно вот в краткосрочной перспективе их плюс-минус, наверное, одинаково, они друг друга, можно сказать, нивелируют. Это и геополитическая напряженность, это и возможное развитие санкционной риторики Запада в отношении Российской Федерации, это и наоборот возможная оттепель после встречи США-России, после встречи Байдена и Путина. Поэтому здесь, в общем-то, двоякая ситуация, поэтому мы вынуждены рассматривать это все с разных точек зрения и, как говорится, я даю всю эту картину в полном объеме, дабы вы уже приняли для себя свое собственное решение, потому что я никого не подталкиваю ни к каким решениям на этом канале. Здесь только делюсь своими мыслями и умозаключениями. Что касается, в общем-то, валюты, опять же, сейчас, чтобы вы убедились, смотрим на индикатор RSI, и мы видим, что в месячном выражении мы находимся в средних значениях, так же, как и в недельном выражении, так же, как и в дневном, чуть ближе, конечно, к низу, но все же примерно в средних значениях, так же, как и по 4-часовику. То есть, по факту, действительно, валюта с технической точки зрения находится в средних значениях. Это значит то, что она не слишком привлекательна сейчас, но и, в общем-то, ее покупать в теории здесь можно, почему бы и нет, потому что
потому что цену ниже могут дать теоретически, однако не факт, что это будет, и не факт, что мы этого, скажем так, дождемся. Потому что среднее значение – это то значение с технической точки зрения, когда цена может пойти по большому счету в любую сторону. Что касается ключевых уровней поддержки, то ключевой уровень поддержки, на мой взгляд, это уровень 72-74, который остается ключевым. Получается, с прошлого года, можно сказать, это ключевой уровень поддержки, который так или иначе надолго не пускал нас на понижение. Тренд остается по валюте восходящий, ну и, собственно, по паре доллар-рубль пока довольно низкая волатильность в последние торговые дни, очень низкая волатильность, и действительно трейдеры пока не совсем понимают, куда гнать валюту, хотя она пока все равно остается в рамках нисходящего канала, который отмечен у меня на графике синим. Надеюсь, моя позиция теперь ясна, и если, конечно же, остаются у вас какие-либо вопросы, можете писать в комментариях. Если вопрос достаточно интересный, я на него отвечу в видеоформате. Что касается индекса доллара США, то по этому инструменту в целом также ничего не изменилось. Продолжается проторговка уровня 90 пунктов. По валютной паре евро-доллар уровень поддержки 1.2178 удержал нас от дальнейшего снижения. Тренд пока остается также восходящий. Ну и, соответственно, копятся шортовые сигналы по евро-доллару в краткосрочной перспективе. По биткоину пока вновь по биткоину мы тестим уровень 40,5 тысяч долларов по этому инструменту. У нас тут есть сформированные лонговые сигналы, которые еще не отработаны до конца. То есть потенциально этот уровень 40,5 тысяч долларов мы можем сломать. За этим нужно будет понаблюдать, как мы этот уровень отработаем. А теперь по мировым фондовым рынкам, дорогие друзья. Переходим мы на общую динамику. Сегодня динамика в целом позитивная, как мы видим, китайский рынок сегодня подрастал, также подрастает Европа и подрастает Россия с Америкой. А по России, кстати говоря, довольно интересный момент, опять же, вот связанный с теми же санкциями, которые были введены только против Белоруссии уже, я имею в виду запрет некоторым авиакомпаниям и рекомендация некоторым авиакомпаниям не летать над воздушным пространством Беларуси. После того, как эта новость пришла, у нас пришла вот такая новость, еще одна сегодня уже. Несколько авиакомпаний, вот Australian Airlines, отменили рейс в Москву, который проходит над Белоруссией. По какой же причине, вы думали, они это сделали? Потому что Москва, в общем-то, отказалась согласовать план полета, скорректированный план полета в обход Беларуси. Такая же ситуация произошла с рейсом Air France. То есть, может быть, действительно в связи с этими санкциями, таким образом Россия решила поддержать Беларусь с учетом, скажем так, с учетом такой вот санкционной риторики Запада, можно, наверное, так сказать, потому что иной объективной причины, почему не смогли они скорректировать полеты уже нескольких рейсов, и получается эти полеты, по большому счету, некоторые задержаны, некоторые отменены, это тоже очень странно. Это может уже ударить по России в перспективе, потому что если Россия будет, в общем, таким образом делать, наверняка Евросоюз включит в санкционный список уже и Россию по делу Беларуси. В принципе, такое вот мое умозаключение, можете также со мной поспорить в комментариях. Теперь по общей динамике, опять же, по российскому рынку сегодня мы пошли пока еще наверх, да, мы сегодня вновь обновили исторический максимум, и мы идем вот потихоньку, поступью приближаемся к уровню 3800, там будет очень интересно, если мы туда доберемся, потому что глобально уровень 3800 это примерно верхняя грань большого восходящего канала, в рамках которого двигается у нас индекс московской биржи, начиная с 2009 года, по сути, с 2009 года. Там будет очень интересно. По индексу широкого рынка США также у нас, в общем-то, идет сейчас рост, но по этому инструменту пока направление движения на перехай исторического максимума 4235. По немецкому DAX, сейчас я открою его, по немецкому DAX пока не можем пробить новый исторический хай, по сути, нужно подвинуть немножко уровень. Новый исторический хай находится на уровне 15570, в принципе, можно так сказать, да. И, собственно, пока мы его пробить не можем, трейдеры, в общем-то, концентрируются, координируются
возле исторических максимумов. По Шанхай Композит, по китайскому рынку у нас продолжается пока лонг, и теоретически у нас открыта дорога на 3679 по Шанхай Композит. Что касается рынка сырья, дорогие друзья, переходим на нефть. Нефть у нас идет на повышение. Ну, собственно, пока тут все плюс-минус в рамках ожиданий. Я думаю, да, все примерно этого ожидают, в том числе и я. Я ожидаю попытки теста уровня 69.45 вновь в верхней грани бокового движения. А пока, по сути, это самая ближайшая точка сильного сопротивления по нефти марки Brent. А что касается рынка металлов, то мы сегодня видим довольно сильный рост меди. Медь очень сильно выстрелила на самом деле. Она, кстати говоря, больше всех охладилась. Я в прошлом видеоролике вам об этом говорил. И поэтому, в общем-то, наверное, медь быстрее всех выстрелила. И пробила она все-таки уровень сопротивления 4.50-4.70. Не дали нам ниже, не дали потрогать линию тренда на уровне 4.3690. И медь понеслась вновь наверх. Сейчас будет тест уровня. Ну, в общем-то, он сейчас уже идет, уровень 4.60-4.80. Если пробиваем, потенциально можем вновь попытаться уйти на исторический максимум. По золоту и серебру сегодня сказать нечего, динамика нулевая, ничего особо интересного не происходит, за исключением накопления, в общем-то, сигналов на понижение по серебру, по крайней мере. По золоту увеличивается в целом перекупленность рынка, но что тут сказать, золото тоже, мне кажется, уже достигло той точки, от которой потенциально может этот инструмент сходить хотя бы в небольшую коррекцию. Такие вот у меня были мысли на сегодня, дорогие друзья. Большое спасибо всем за внимание. Всем пока, удачных вам инвестиций.